Да, это, конечно, не Херсон. Для олдов видосы перестал делать, потому что выгорел. Работал в своем родном городе с семьей. В целом был счастлив жизнью. Но Путин приказал счастливо жить, оккупация, потеря работы, вечный страх, что твою семью убьют, и тебя тоже. Как бы... Ставь лайк, если жиза! Ну, в общем, принял решение покинуть дом. Почистил телефон заранее. Кстати, потом расскажу, зачем. Это очень понадобилось. Пока доехал до Армянска, это город на перешейке Крыма, останавливали раза 3. На блокпостах. На одном блокпосте проверяли сумки, на другом проверяли кожу на наличие тату Азова. Больше всего запомнился случай: боевой бурят с автоматом наперевес шарится по моей сумке, находит спиннер и спрашивает, что это. Я достаю, кручу его, говорю, это спиннер. Он говорит, ладно, иди. В общем, пошел я дальше. В Армянске был допрос. Представьте, маленькая комнатушка, 2 пограничника, один шарится по твоему телефону, и вдвоем они спрашивают, задают тебе вопросы всякие. Шарится по моему телефону, у меня все запаролено, куча аккаунтов в Телеграме, у него куча вопросов ко мне. Он нашел приложение по крипте, и все, началось. Я ему объяснял, как работает блокчейн, ему было очень интересно слушать, но еще больше ему было интересно, а как государство может отслеживать транзакции в крипте. В общем, поговорили мы 30 минут, в конце он мне пожелал удачи, вернул мне все, конечно, и я поехал дальше. Вкратце о моем маршруте. Из Херсона в Крым, а точнее в Симферополь на автобусе. Из Симферополя в Москву на поезде. С Москвы до Варшавы на автобусе. А в Польше я просидел 5 месяцев у кузенов, за что им большое спасибо. Ездил в Германию, точнее в Дюссельдорф, делать документы для визы, и непосредственно саму визу. Получил визу и рванул в Чехию. Опоздал на автобус до Парижа, поэтому пришлось брать авиабилет. С Праги до Парижа добрался на самолете. Утром прилетел в Париж, аэропорт Шарль-де-Голь. Мне нужно было дойти до 3-й платформы, я не знал, где это. И по пути, пока шел до туда, познакомился с вьетнамцем. Ему тоже нужно было на 3-ю платформу, и мы пошли вместе. В целом наш мини-трип длился, может быть, полчаса, но я запомню это на всю жизнь. Это настолько было душевно. Еще на прощание мы крепко пожали друг другу руки. Парень, если ты смотришь это, напиши мне в инсту. Собственно, из Парижа я прилетел в Монреаль. После 5-часовой очереди я получил разрешение на работу, work permit. Потом прилетел в Калгари в 11 вечера, нашел таксиста в аэропорту, забашлял ему $75 канадских, чтобы он довез меня до шелтера, это убежище. Там я переночевал первую ночь с бомжами, наркоманами, я там был. Хорошая компания. Момент из диалога с соцработником в шелтере. Вы наркотики употребляете? Я такой, в смысле, какие? Она говорит, крэк, марихуана. Я говорю, нет. Только тяжелые наркотики. Минута молчания. Ладно, не минута. Может быть, там мгновение молчания. И мы начинаем ржать вдвоем. Она поняла, что это шутка. На следующий день я словил интернет в Макдональдсе. Узнал, где что делается. Сделал все документы, номер телефона, банковскую карту, СИН-номер. На следующий день утром я поехал в Кенмер, в городе, в котором я живу уже 2 месяца. Там меня уже на тот момент ждала работа и жилье, благодаря девушке Ане. Она мне помогла, большое спасибо. 1 сентября я приезжаю в Кенмер на заселение в дом. 2 я уже выхожу на свою первую рабочую смену на вакансию хаускипер.
Горничная. Отдельно хочу рассказать о своих сожителях. Под одной крышей собрались люди из разных уголков мира. Филиппины, Китай, Чехия, Германия. И я, украинский армянин. Вообще, больше всего мне здесь нравятся люди. За те 2 месяца, что я здесь прожил, я успел подружиться с людьми из вышеперечисленных стран и еще Индии, Японии, Словакии, Франции. Я живу здесь всего 2 месяца, но сейчас я могу сказать точно, я по-настоящему счастлив. И знаешь, если у тебя есть вопрос, напиши его в директ моего инстаграма или здесь в комментариях ютуба. Пока, увидимся в следующем видео.